Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час пик» кандидат биологических наук и популяризатор науки Александр Панчин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я вас представил очень-очень кратко, а судя по Википедии, у вас регалий множество, и о некоторых из них мы обязательно сегодня поговорим. Давайте начнем вот с какой. Вы участник Организационного комитета и экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Если вкратце, как я понимаю, это значит, что вы проверяете экстрасенсов, скажем так, на вшивость. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой премии и о вашем участии в ней. Ну, вообще, премии всяким экстрасенсам за их демонстрацию способностей в разных научных экспериментах. Очень давно существуют такие премии по всему миру. Самый известный из них фонд Джеймса Рэнди, который предлагал $1 миллион за такую демонстрацию. Мы решили, что не стоит дискриминировать отечественных экстрасенсов и сделали такую же премию в России. Предлагаете денег им? $1 миллион. Ну, не $1 миллион, но... Тоже неплохо. Тоже неплохо, надеемся. У нас было, если не ошибаюсь, 17 разных заявителей за историю премии. Это люди, которые самые разные способности заявляли. Кто-то говорит, я вижу ауру. Кто-то говорит, я могу понять, кому предмет принадлежит по энергетике, которая от него исходит. Кто-то чувствует металл, кто-то чувствует деньги, кто-то может определить, кто изображен там на фотографии. Ну, так они заявляют. И в каждом случае мы продумываем вместе с нашими заявителями проверку. У нас такой очень индивидуальный подход, чтобы, понятно, если человек говорит, что я чувствую деньги, мы не будем давать ему тест на ауру, потому что это разные вещи. Вот. И мы тестируем, и каждый раз получается, что не проходят они испытания, на которые сами же согласились. То есть ни один не прошел? Ни один человек пока что не прошел даже то, что мы называем предварительное тестирование. Ну, в науке принята воспроизводимость результатов. Если бы кто-то прошел первое тестирование, мы бы потом его просто повторили, чтобы уже убедиться и дать $1 миллион. Но даже первую проверку еще ни один человек не прошел, хотя люди, по всей видимости, очень искренне верят в свои суперспособности, потому что даже когда они узнают все детали этого эксперимента от начала и до конца, то есть сколько нужно правильных ответов дать, какие будут условия этого самого тестирования, будут ли там, не знаю, присутствовать какие-то внешние наблюдатели типа журналистов. У нас иногда они бывают, иногда мы их не приглашаем в зависимости от пожеланий наших заявителей. Вот. И вот все проговорено до мельчайших деталей, они соглашаются. Были бы они там мошенниками, которые фокусы используют, они бы знали, что фокус не получится. Как они реагируют на то, что у них не получается? Ну, они находят какие-то обычно оправдания. Причем, как правило, не на нас валят, и не на себя, а на какие-то непонятные внешние силы. Ну, типа там, вот день неудачный такой. Вот. Дух не помог мне, да, какой-нибудь? День неудачный, настроение не то, там, праздник религиозный, в него магия плохо работает. Ну, такого рода вещи. А повторные пытались они провести, попросить вас о повторном проведении? У нас был один прецедент, мы вообще предлагаем. У нас был один прецедент, когда мы одну заявительницу тестировали 2 раза, оба раза неудачно. Скажите, пожалуйста, были ли у вас, будем так сказать, говорить, гости из знаменитой программы «Битва экстрасенсов»? На самой первой проверке у нас была финалистка. Финалистка? Финалистка «Битвы экстрасенсов», да. Ну и что? Она как раз утверждала, что чувствует, где деньги. Так. У нас не было сомнений, что она чувствует, где деньги. Были сомнения, что она сможет это научно доказать. Подтвердить. Да. И как выглядело испытание с ней? У нас есть 10 черных ящиков. Есть 5000 рублей, 9 бумажек, 10 конвертов. В комнату, где никого больше нет, есть камера, которая пишет в себя, то есть статичная такая. Заходит первый экспериментатор, использует генератор случайных чисел, помещает 5000 рублей в один из 10 ящиков, в один из 10 конвертов, уходит, приходит второй человек, перемешивает конверты, раскладывает по ящикам, случайным образом используя генератор случайных чисел. Потом приходит третий, перемешивает ящики. Ну, она должна прийти, сказать, в каком ящике деньги, потом, естественно, еще раз. Ей нужно было бы угадать 3 раза из 4, для того, чтобы пройти предварительное тестирование. Если бы она угадала, то мы бы еще раз повторили весь набор экспериментов. Вот. Но она 2 раза попробовала, дала 2 раза неправильный ответ. Соответственно, 3 из 4 уже не получается. Спросили, что не так, сказала Куран-Байрам. Не стоило магией заниматься. Религиозный праздник мне мешал. Ну, как раз один из
таких примеров, да. Обычно, то есть люди к этому нормально еще относятся. То есть, ну, был один прецедент, когда заявительница и ее муж, который еще тоже какой-то маг, они, значит, начали про нас всякие гадости писать. Вы, как будто вы помешали, да, им? Ну да, что это все заговор, что мы специально там подавляем магические силы в таком духе. Как вы думаете, почему в России такая любовь к экстрасенсорике, к этой магии? Вот, например, программа «Битва экстрасенсов», она же не только в России была, она была в Великобритании. Там, если мне не изменяет память, она закончилась на 2-м сезоне, потому что никто ее не смотрел. В чем феномен вот этой любви у нас? Мы, как, образования у нас маловато или что? Ну, вообще сказать сложно. Какая-то доля людей верит в экстрасенсов во всем мире. Например, вот недавно был в Америке, и там тоже стоят вот эти вот будочки, значит, погадаем. Но там это носит какие-то, на мой взгляд, меньшие масштабы, что ли. Это не такой вот огромный такой бизнес. Вот мне кажется, что, может быть, секрет на самом деле и в России это некоторый экономический. Что тут в этом крутятся очень большие деньги, может быть, в силу того, что закон как-то легче смотрит на некоторые формы того, что было бы недопустимо в других странах. То, что классифицирует брак мошенничество, обман, может быть, даже в особо крупных масштабах. Вот у нас это же очень-очень большой бизнес. Причем у нас есть какие-то там колл-центры, где людям названивают и говорят, давайте мы снимем с вас проклятие. Да, там есть условно курсы магического мастерства, которые преподают как раз люди, которые прошли через битву экстрасенсов. Есть это коррупция. Ну, был уже замечательный фильм Бориса Соболева как раз про экстрасенсов и, в частности, про битву экстрасенсов. Идущий там, к черту. Да, идущий к черту. И там, среди всего прочего, было, по-моему, очень наглядно показано, как вот человек, который идет на битву экстрасенсов, как он материально заинтересован в том, чтобы там победить. Да, это не просто шоу талантов, а это бизнес-возможность. И что это, получается, у них есть стимул финансовый там победить, потом основать какую-то свою практику, где они будут оказывать услуги по большим ценам. Их проект раскрутил. Проект с этого тоже, вероятно, что-то имеет. Поэтому за счет вот этой вот коррумпированности, может быть, массовости достигается. Соответственно, больше денег можно вкладывать в рекламу вот этого всего, а люди, ну, падки на рекламу. Вообще, можно ли дать определение экстрасенсорики? Что это такое? Ну, я бы сказал, что это люди, претендующие на то, что у них есть некоторое чувство или особенности, которые отсутствуют у большинства людей с точки зрения современной науки, ну или противоречат тому, что мы знаем о способностях людей в рамках современной науки. Вот вы к экстрасенсорике относитесь с точки зрения науки. Вы написали книгу, которая вышла в прошлом году, называется «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Расскажите, о чем она и как можно с научной точки зрения изучать вообще вот эту вот псевдонаучную историю? Ну, это книга о том, почему люди верят в паранормальное, какие проводились научные проверки заявлений о паранормальном, ну и вообще существует ли что-то сверхъестественное. Какие научные проверки были? Вот какие-то особенно интересные случаи? Ну, их очень много, на самом деле. Зависит от того, какая область паранормального нас интересует. Вообще книга, она как бы на стыке, там есть много и биологии, и нейробиологии в частности, и немножко психологии, и немножко теории вероятностей, потому что иногда случайные совпадения людьми принимаются как что-то сверхъестественное. Но если брать именно вот проверки самих заявлений, помимо того, что там, мы в премии Гудини делаем, и то, что Джеймс Рэнди делал вот в своем фонде, ну, не знаю, тестировали, там, например, Министерство обороны Великобритании проверяло лозоходцев, людей, которые с помощью лозы ищут воду, металл или еще что-нибудь. Вот их интересовало, могут ли они найти мины. И результаты проверки были опубликованы в рецензируемом научном журнале, который называется Nature. Это один из самых известных научных журналов. Ну, естественно, результаты были отрицательные. Но вот проверка заключалась в том, что набрали кучу вот этих вот лозоходцев, которые предположительно были лучшими в своей сфере,
дали разметку 10 на 10, была сделана карта с помощью генератора случайных чисел, где будут закопаны металлические муляжи мин, естественно, не настоящие, но по всем своим свойствам такие же, как настоящие, кроме того, что не взорвется. Вот. Где-то закапывали пластиковые мины, где-то просто покопали землю, закопали обратно, чтобы было видно, не было такого, что где-то копали, где-то не копали. Вот. И дальше выпускали их, они, значит, ходили, пытались угадать. Ну да, значит, там два момента есть смешных. Первое, что их спрашивали, насколько хорошо они справились, и все они были очень уверены в том, что хорошо справились. И потом, опять же, удивлялись тому, что ничего не получилось, что количество правильных ответов не больше, чем если случайно угадывать. А второе, один из них сказал, знаете, вот с минами, может быть, не так хорошо получается, но если вы закопаете бутылочку гомеопатического средства, то ее я точно найду. Ну и не нашел. Закопали, да? Отдельно проверили, да. То есть чувствуется, что вот у экспериментаторов было некоторое чувство юмора, но то есть на уровне целого министерства проверяли. Прекрасно. А есть, много историй о том, как экстрасенсы помогают детективам, органам правопорядка в поиске убийц или трупов. Вы писали об этом, изучали эти моменты. Было хотя бы одно научно доказанное, хотя бы один научно доказанный случай помощи? Ничего лучше, чем просто догадки в рамках здравого смысла, или если вопрос ставится так, жив человек или мертв, то понятно, что вероятность угадать, может быть, не 50 на 50, то есть один из исходов может быть более вероятным, чем другой, но в целом, если просто монетку подкинете, будет 50 на 50, либо угадаете, либо нет. И поэтому в каких-то случаях, конечно, экстрасенс может что-то угадать, но чтобы они были полезны. Таких примеров мы не знаем. Наоборот, мы знаем примеры, когда они были вредны. Например, была такая в прошлом на Западе очень известная экстрасенсша Сильвия Браун. Она очень активно пиарилась именно как то, что она умеет помогать находить, расследовать, определять, что случилось с пропавшим человеком. И ее прогнозы постфактум, когда их анализировали, в целом не сбывались, но бывали очень трагичные истории, когда, например, родителям сообщают, что их ребенок умер, а потом через 10 лет оказывается, что ее просто похитили и держали где-то заперти. Ее нашли и спасли, а родители уже ее похоронили, да. То есть, такого рода печальные истории бывают. И никакой ответственности, соответственно, госпожа экстрасенсша не несет? Нет, не несет никакой ответственности. Это тоже отдельная история про то, что ничего с них взять не получается. Да. Цитата из вашего интервью. Вы говорили о вашей книге, что это попытка разобраться в том, какие вообще бывают способы проникновения той или иной ерунды в человеческие головы. Разобрались, и вообще можно ли объяснить наукой человеческое желание верить в чудо? Может, это в нас эволюция заложила? В целом, если обобщать, то у нас есть очень много достаточно неплохих принципов мышления, которые дают систематические сбои в определенных ситуациях. Например, людям свойственно находить закономерности в окружающем мире. Это очень важно для науки, для познания. Мы находим причинно-следственные связи. Да? То есть мы хотим понять, человек съел ядовитый гриб, мы еще не знаем, что он ядовит, но человек съел гриб и отравился и умер. Да? Мы делаем заключение, что раз человек умер после того, как съел гриб, значит, гриб является ядом. И в некоторых случаях действительно такой вывод, он будет давать нам справедливый и верный ответ. Но другой пример. Да? Петух прокукарекал, взошло солнце. Это не значит, что если мы зарежем петуха, то солнце больше не взойдет, что первое является причиной второго. Но из-за того, что в мире бывает так, что два хронологически связанных события связаны причинно-следственной связью, мы обобщаем это на многие ситуации, где это на самом деле неприменимо. Например, человеку было плохо, он пошел к целителю, ему стало лучше. И он после этого уверен в том, что это доказывает, что целитель ему помог. Хотя есть альтернативное объяснение, что просто прошло время, и время вылечило, время исправило его плохое самочувствие, как это часто бывает. Я, например, в своей жизни часто сталкивался с тем, что я болею, я ничего не делаю, через какое-то время я выздоравливаю. Пожалуйста, это не противоречит законам физики. И когда люди настаивают о том, что такого
типа доказательства являются причиной их веры там, в ту же там, гомеопатию, условно, где нет действующего вещества, то получается, что это такой вот единичный, не совсем корректный опыт идет вразрез с современной физикой, современной химией, и нам стоит взвесить, что более правдоподобно, что все-таки, может быть, здесь время вылечило, или что нам нужно выкинуть всю современную физику и химию в мусорное ведро. Вот. И вот в этом месте разные люди ведут себя немножко по-разному. Одни такие, окей, да, может быть, действительно просто совпало, а кто-то говорит, нет, давайте выкинем в мусорное ведро физику. По поводу совпадений. Я читал статью о том, что религиозные люди очень часто видят, как сказать, лики на определенных там предметах, я не знаю, там в камне или еще что-то. Это тоже связано с с тем, о чем вы говорите? Да, это связано. Есть такой более общий термин, который называется апофения. Это поиск закономерностей случайных или бессмысленных данных и придача этому некого высокого смысла, такого большой значимости. И вот один из примеров апофении — это поиск закономерностей в причинно-следственных связях, другой — вот, пареидолия, когда мы видим какую-то размытую там, фотографию, и мы там видим лицо. Опять же, наш мозг, он эволюционно заточен на то, чтобы распознавать лица. Лица очень важны, нам нужно уметь их запоминать, отличать одно от другого, причем отличать даже с учетом очень маленьких деталей, и наш мозг очень легко их находит, даже там, где их нет. Но дальше, опять же, возникает вопрос. Один человек, увидев условно что-то похожее на лицо на подгоревшей гренке, говорит, ну это так просто совпало и подгорело, а другой человек говорит, да нет, это доказывает, что высшая сила спустилась в мой тостер и изменила этот самый процесс подгорания хлебушка, чтобы явиться мне и создать мне божественное откровение, чтобы я изменил свой образ жизни в сторону более праведного, условно. То есть тут есть такой момент, что вот сами вот эти вот склонности людей к вот, поиску этих закономерностей, они не вредны, да, умение распознавать лица на той же гренке, в этом нет ничего плохого. Ну, мы смотрим там мультик, да, нарисованное лицо отличается от настоящего, но мы его распознаем, это часть нашей культуры, это здорово, и благодаря этому эта вообще культура может существовать. Но разница заключается в том, как мы дальше это интерпретируем. И есть исследования, показывающие, что особенно люди, которые верят в всякое сверхъестественное, они более других склонны, например, недооценивать вероятность случайных совпадений. Вообще людям всем свойственно недооценивать вероятность случайных совпадений, но людям, которые особенно верят во всякую мистику, они к этому более предрасположены. Соответственно, для одного человека случайное совпадение, а для другого, о нет, это не могло так случайно получиться. Но если бы человек изучал, например, там, теорию вероятностей, то он мог бы разобраться с тем, что вообще-то, если много раз гренку вставить в тостер и при этом не иметь очень четких критериев того, что же такое лицо, и высматривать ее там, то, ну, может быть, это не так уж невероятно. Ну, из всех тостеров, да, которые есть на планете. Да, потому что, естественно, такой эксперимент, по сути, ставится миллиарды раз, да, на протяжении там, какого-то длительного периода времени. Перейдем к религии. Это, мне кажется, очень интересный момент. Есть ли принципиальная разница вообще между верой в Бога, религиозной, и экстрасенсорикой и всяческим мистицизмом с научной точки зрения? Ну, я исхожу из достаточно такого простого принципа, что если в пользу двух утверждений аргументация одинаковая в плане ее надежности, валидности, научности, то нам следует либо оба этих принять, либо от обоих отказаться. Обоих этих, иначе получаются двойные стандарты. Как же так? Почему при отсутствии доказательств я готов поверить в одно, но не готов поверить в другое? И в этом смысле для меня вера в Бога не отличается от веры в какие-то паранормальные силы, веру там, в астрологию, веру в гомеопатию, веру в магию, веру в телепатию, телекинез, и, ну, другие подобные вещи, которые не доказаны. Вот, как только что-то из этого докажут или создадут, то будут основания в это верить. Точнее, даже не верить уже, потому что вера — это принятие чего-то как раз без доказательств. А это станет частью нашей там, научной картины мира. А пока этого не произойдет, ну, стоит это все отнести к одной категории. Недоказанные предположения людей,
которые не стоит пока воспринимать всерьез. Но я читал в одном из интервью, что вы сами носили крестик и даже какой-то амулет на экзамены. Ну, как и... Помогло? Ну, конечно, я сдал отлично эти экзамены. Ну так может быть, вот она? Но это было сказано с иронией, потому что ясное дело, что я готовился к этим экзаменам целый год. Это 7 дней в неделю. Поэтому там счастливая ручка для успокоения использовалась. Вот очень часто возникает такой там аргумент. Буквально недавно мне присылали скриншоты там, из Инстаграма. Значит, какой-то экстрасенс берет на себя как бы славу за то, что помог человеку с раком, при том, что этот человек лечился у хирургов. То есть хирурги все сделали, а экстрасенс говорит, ну я же вот оказал ему магическую услугу, то есть тут есть и моя заслуга. Но то же самое как бы с ручкой, да, то есть, конечно же, никакой роли эта ручка не играла. Это все. Вот. Но с возрастом как раз у меня выработалась какая-то склонность более тщательно задумываться о том, почему я во что-то верю, почему я что-то считаю правдой, почему я что-то знаю, а чего-то не знаю, что я понимаю с доказательствами, что я понимаю без, как-то рефлексировать на этот счет. И все вот эти вот суеверия, они отсеялись. Есть известный там, такой аргумент, такой теологический, ну, условно, от Паскаля, известный математик Блес Паскаль. Он говорил как, что вот Бог либо есть, либо нет. Если вы в Него верите, а Его нет, то ничего страшного. Вот. Если вы в Него верите, и Он есть, то вам много всякого хорошего будет. Если же Бога нет, и вы в Него не верите, то ничего. Если Бог есть, а вы в Него не верите, то будете в аду гореть. Примерно так вот рассуждал. Следовательно, даже если независимо, какая-то вероятность существования Бога есть, пусть даже очень маленькая, но все равно в Него лучше верить. И я примерно таким же аргументом обосновывал вот эту ручку, условно говоря. Вот. Но потом, со временем, я понял, насколько этот аргумент на самом деле нелепый, потому что, вообще-то вероятность существования Бога, который любит тех, кто в Него верит, такая же, как вероятность существования Бога, который любит тех, кто в Него не верит, например. Кто вообще сказал, что мы можем предсказать, что там у него на уме, условно говоря. И вообще можно придумать бесконечное количество разных богов, и все они абсолютно равновероятны. Нет ни одного довода, почему мы должны принять одного бога, а не другого бога. Кроме абсолютно нерациональных аргументов, типа того, что в этого бога верит больше людей. Но мало ли во что верит больше людей, много ли верит в астрологию. Это не делает ее правдой. Корректных аргументов в пользу того или иного бога их просто нет. Все боги одинаково вероятны, все они одинаково недоказаны. Все они могут предлагать разные, требовать разных вещей от человека. Вот поэтому аргумент Паскаля в этот момент рассыпается. То есть да, если мы рассматриваем, что единственный вариант, единственная дихотомия — это христианский бог или атеизм, то пожалуйста, но это не является дихотомией, богов миллиарды, всем не угодишь. Тоже. Но вы считаете себя атеистом. Вы пришли на программу на православном телеканале, очень известном. Программа называется «Не верю». И выступали там в защиту атеистического мировоззрения. Что вас туда привело? Ведь мне интересно, вы хотели доказать вашему собеседнику или людям, которые смотрят, что Бога нет? Или вы, наоборот, хотели услышать какие-то доводы, которые бы вас повергли в сомнение? Меня туда пригласили. Для меня это был, наверное, прежде всего интересный такой экзистенциальный опыт. Это спокойная беседа со священником в первый раз, во второй раз. Это увлекательно. Это возможность повлиять на неродственную мне аудиторию, потому что у нас в научно-популярном сообществе тех людей, которые рассказывают про науку, про критическое мышление, у нас всегда встают вопросы. Мы, по сути, может быть, рассказываем какие-то научные вещи людям, которые так про это знают или, по крайней мере, интересуются, могут прочитать про это в учебнике. А у нас есть большая проблема, что куча людей вообще не догадываются про то, что может современная наука, что является наукой, что и не является, какие, наоборот, мифы существуют.
И поход на новую аудиторию, на такой вот телеканал, это возможность обратиться к аудитории, ну, предельно далекой от меня по мировоззрению. И, соответственно, если кого-то удастся заинтересовать наукой, то это здорово. То есть вот такие были соображения. Ну и у меня был достаточно четкий план того, как эту дискуссию вести. В первом случае я же по образованию биолог, причем я занимаюсь эволюционной биологией. И первый вопрос, который возникает к оппоненту, это как он, как священник, относится к теории эволюции. Потому что дальше, возможно, два сценария. Один сценарий, что он отрицает теорию эволюции, и тогда мы можем поговорить о том, как взаимосвязана религиозная вера и отрицание научных фактов. Это очень большая актуальная проблема. Или он не против эволюции, тогда первое, что мы уже на достаточно религиозную аудиторию согласились со священником, что эволюция — это неплохо. И дальше можно задать следующий вопрос, который возвращает нас к той же самой дихотомии. В какой момент там, человек стал человеком, и что вы думаете по поводу того, что не было никогда такого, что вот было два человека, из которых мы все произошли, что всегда была популяция неких приматов, которые эволюционировали как популяция, и постепенно вся эта популяция менялась. И пока не появился в какой-то момент человек, на самом деле какой-то точки единой, где вот до этого не человек, а вот теперь уже человек, такой точки нет. Это очень, очень плавный эволюционный процесс, это не скачки какие-то. Вот. И вот здесь уже оказалось, что взгляды религиозные не очень хорошо согласуются с научной картиной мира. То есть вообще в целом эволюцию признать вроде бы мой оппонент был готов, а вот сделать следующий шаг и сказать, что вообще-то то, на чем строятся догматы церкви, потому что идея про Адама и Еву, про то, что было грехопадение, это все очень важно для того, чтобы осмыслять все, что дальше происходило, и то, что делал Иисус Христос. Без этого все рушится. Вот. Ну и, соответственно, мне отвечали, что Адам и Ева, конечно, были, но они были в какой-то другой плоскости, поэтому науке это не противоречит, что за другая плоскость. Чарльз Дарвин, кажется, говорил, что он же сам был верующим человеком, если мне изменяет память, даже учился в какой-то духовной семинарии или что-то такое. У него было такое прошлое, насколько мне известно, он потом изменил свои взгляды. Он говорил, что теория эволюции же не противоречит христианскому вероучению, просто невозможно понять, он сравнивал с эмбрионом, да, человеческим, невозможно понять, когда в нем появляется душа, также невозможно было понять в теории эволюции, когда вот в эту человекоподобную обезьяну вселилась душа. Вот есть ли с научной точки зрения определение души, когда человек ее получил? В науке такого понятия, как душа, нет. Когда же человек стал человеком? Ну, все зависит от того, как вы хотите это определить. То есть, по факту, если возьмете человека и шимпанзе, например, то мы имеем примерно там, 98,7% сходства по ДНК. Если взять меня и вас, то между нами на 3 миллиарда нуклеотидов генома примерно 3 миллиона индивидуальных генетических отличий, то есть 0,1%. То есть, значит, отличие между двумя людьми генетически 0,1%, между человеком и шимпанзе получается 1,7. Мы полетели в космос, а шимпанзе едят бананы с дерева. Вот, значит, полетели в космос мы совсем недавно. Наши далекие предки все еще были людьми, но при этом в космос они не летали. То есть это разные уже определения. То есть мы можем говорить про генетические критерии того, что мы считаем видом Homo sapiens. И это будут одни критерии вида. Мы можем говорить про интеллектуальный потенциал. Если вы используете критерии интеллектуального потенциала, то как быть с теми, кто биологически с нами одного вида, но в силу каких-то нарушений развития не в состоянии 2 + 2 сделать? Вот. Но мы же все равно считаем их Homo sapiens. Вот. Поэтому тут это же всегда просто вопрос определений. А можно сказать, что человек — это тот, кто обладает неким набором свойств. Вот. Но для меня всегда это был достаточно такой бессмысленный, что ли, спор. Проще сказать, что просто констатировать факты, что вот были такие-то существа, стали такие-то существа. Нету какой-то единой точки ключевой, которая вот все прям взяла и изменила.
Это было множество факторов. Оказались наши предки в такой среде, где высокие интеллектуальные способности позволяли оставлять больше потомства. И естественным отбором все более и более разумные особи оставляли все больше и больше потомства. К этому прибавилось развитие нашей культуры, которая появилась. И коэволюция человеческого мозга с человеческой культурой позволили нам в какой-то момент улететь в космос. Нет такого места, где какая-то высшая сила взяла, вмешалась в этот процесс. Для этого не нужно привлекать никакой мистики. Мне кажется, логично перейти в данном случае к вашей следующей регалии. Вы член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Теперь она называется просто комиссия по борьбе с лженаукой, потому что сделали отдельно две комиссии. По борьбе с лженаукой, по борьбе с лженаукой комиссия занимается теорией о том, что люди произошли из дельфинов. Что с этим не так? А фальсификация — это, например, человек взял и списал свою диссертацию. Это очень большая тема, которой занимается, например, проект Диссернет в России. Выявляют людей, которые подделывали данные, фальсифицировали диссертации, занимались плагиатом. Оказывается, что у нас очень актуальна эта проблема. 20% примерно ректоров вузов имеют списанные диссертации. Вы уличали кого-нибудь? Ну, так вот, это, конечно, я говорю, что это не я в комиссии по борьбе с лженаукой. Еще до того, как она разделилась, комиссия же этим и занималась? Я больше занимался как раз плохой наукой в диссертациях. Плагиатом я никогда не занимался. Это мне не так интересно, потому что, плагиат — это как бы скучно. То есть, ты взял, нашел, что скопировал, скопировал. Понятно, что это абсолютно обесценивает диссертацию, что автор этой диссертации не имеет права называться ученым. Но мне было всегда интересней, когда кто-то приводит какой-то аргумент в пользу какой-то псевдонаучной теории, и было интересно этот аргумент развинтить. Доказать плагиат очень просто, а доказать, что, допустим, какая-нибудь статья какого-нибудь астролога, доказывающая, что, вот смотрите, я нашел какую-то корреляцию, что она неверна, потому что он неправильно применил математический аппарат, для меня вот это было интереснее всегда. Расскажите какой-нибудь случай, приведите пример. Может быть, вы вычитывали на предмет лженауки диссертацию какого-нибудь известного в научном мире человека и развенчали какой-нибудь его тезис? Вот сейчас одна из главных таких тем, которой я занимаюсь в России, на достаточно высоком уровне ценится гомеопатия. И есть диссертации по гомеопатии, я разбирал некоторые из них, например, берут 5 котиков, лечат их гомеопатией, говорят, смотрите, 5 котиков вылечили, следовательно, гомеопатия работает. Это в диссертации написано. 5 котиков, которых не лечили гомеопатией, чтобы сравнить как раз вот тот фактор времени, сколько бы из них поправились, если бы их не лечили, нет. Соответственно, это просто научно невалидное исследование, но оно было защищено каким-то образом. Вот такого рода вещи я делал, но в какой-то момент слово гомеопатия все-таки стало восприниматься, как мне кажется, очень большим процентом людей как очевидный такой маркер ерунды. И появилась такая мимикрия под негомеопатию. То есть, когда по факту гомеопатия, но гомеопатию это не называют. Есть в России целый класс препаратов, которые называются релиз-активные препараты. То есть, на упаковке, например, можно называть у вас тут название каких-то препаратов? У нас свободный канал, на упаковке анаферона написано, содержит 0,003 грамма антител к интерферону гамма. И вы думаете, это же что-то такое научное, интерферон, антитела, 0,03 грамма, вроде нормальная концентрация, дальше звездочка и маленьким шрифтом разведение 10 в минус 15 или 16 нанограмм на грамм. Нано — это еще минус 9, если все перемножаете, получается, что там никаких антител нет. Это просто сахар по цене, по сути, в десятки тысяч рублей за килограмм, если перемножить. Вот. И это продается не только для лечения простуды, но тот же анаферон, как профилактика клещевого энцефалита, от которого у человека вообще-то может очень сильно мозг пострадать. И есть аналогичные препараты, релизактивные, для лечения диабета, то есть сахара диабета. Да? Они разрабатывают сейчас препарат для лечения ВИЧ на основе тех же разведений. У них есть препарат для
проблем мужского здоровья, там, алкоголизма, куча разных показаний. И что мы добивались с коллегами, это мы, значит, во-первых, просто разбирали их аргументы, но главное, что они умудрились просочиться в некоторые научные журналы. И научные журналы, которые рецензенты не заметили, что вообще-то речь идет про препараты, где ничего нет, не очень внимательно, кстати, читали и не нашли там некоторые очевидные ошибки. И мы эти ошибки находили, писали в рецензируемые эти журналы редакторам и говорили: вот, обратите внимание, у вас здесь статья полная ерунда. И мы добились того, что 4 статьи сейчас отозвали из научных журналов. Вот, а вот человек, который вот это все придумал, он сейчас член-корреспондент Российской академии наук. То есть, чтобы понимать уровень и масштаб этого бедствия. Который защищал гомеопатию. Который вот придумал, вот это, сделал компанию, которая сейчас зарабатывает миллиарды рублей в год на продаже под видом лекарств, вот таких вот сахарных препаратиков. Вы поясните, пожалуйста, вот этот момент. Может быть, не все представляют себе, что такое гомеопатия, причем здесь разведение и сахар. В гомеопатии, в классической, есть несколько базовых принципов. Оба основных принципа гомеопатии антинаучные. Первый – это подобно лечить подобным. То есть, например, у вас бессонницу вызывает кофеин, поэтому вам дадим кофеин. Но мы его сильно разведем. Это второй принцип, что чем сильнее мы что-то разводим, тем оно эффективнее. Но мы знаем, что чем сильнее мы разводим, тем меньше молекул, тем оно менее эффективно. Понятно, что если яд разводить, то в высокой концентрации он вас убьет, а в малой он вас не убьет. И даже может быть использован как лекарство. Но там разводят так, что там ничего не остается, просто вода. Но они верят в то, что у воды это есть некая, возможно, память, и поэтому она что-то там помнит и исцеляет. Это не соответствует исследованиям современным в области ни физики, ни химии, ни биологии. Но главное, что это противоречит клиническим исследованиям. То есть, когда мы берем группу людей, им назначают какой-то гомеопатический препарат, разбиваем их теперь случайным образом, половина получает этот препарат, половина получает пустышку, сравниваем выздоровление в этих группах и видим, что разницы нет. Про это есть куча исследований, и наша комиссия как раз создавала меморандум о лженаучности гомеопатии, его можно найти в интернете, и мы там подробно на все эти исследования ссылаемся и объясняем, почему это не работает. Вы заговорили о памяти воды. Это очень энное количество лет назад вышел фильм на канале «Чуть цифру не называем», где было... «Великая тайна воды». Да. Вы его наверняка видели. Скажите, есть там хоть слово правды? И вообще действительно ли существует там память у воды? Нельзя на нее кричать матом из-за того, что там у нее что-то разрушится? Этот фильм является образцом псевдонауки. Там столько всяких псевдонаучных утверждений, что их можно просто сбиться со счета. Вот эти вот эксперименты с кричанием на воду мы даже с друзьями пытались воспроизвести. Кричали матом на воду? Да. Это был такой спор, что ли, в интернете. Он зародился, значит, были сторонники и были противники. Сторонники, они люди, любящие всякую эзотерику, там, астрологию и вот это тоже. Вот. И были, значит, скептики. И мы договорились о том, что мы сделаем как у них, только у них некорректный эксперимент, потому что у них всего 3 баночки, никакого нормального эксперимента там не было, по сути. А мы сделаем все по науке. То есть как? Мы возьмем много баночек, поможем туда крупу. Значит, мы случайным образом определим, на какую баночку будем ругаться, на какую не будем ругаться. Одна часть эксперимента делается у скептиками, другая часть такая же делается сторонниками. То есть 2 независимых... Базы 2. Две независимых проверки, да. Значит, и дальше люди, которые будут оценивать, где, как им кажется, воду любили, где, значит, ругали и так далее, вот это все будет делать независимый человек, который не знает правильных ответов, чтобы не подтолкнуть интерпретацию увиденного в сторону уже существующей какой-то гипотезы. Вот. И оказалось, что, естественно, никакой разницы нет, никто не мог ее обнаружить. Вот. И полная ерунда. Вот все проблемы, собственно, вот этих вот экспериментов, то, что они с точки зрения науки абсолютно некорректны. Если я возьму просто одну баночку, буду на нее ругаться, а потом ее сгниет, это не значит, что он сгнил, потому что я на нее ругался, правильно? Туда попала какая-то бактерия, в другую, или какая-то плесень, да, условно. А в другую баночку, допустим, не попала эта плесень. Вот, а потом он еще перепутал, на какую он ругался, на какую не ругался. И решил, что вот тут раз протухло, значит, эту я и ругался. То есть объяснение того, как это все можно
ошибочно выдать за какое-то открытие очень много. Есть еще один миф, связанный, я не знаю, миф это или нет, но вы говорили, что это миф. Мат изменяет ДНК. Почему генетики не кричат матом на ДНК? Ну вот как раз в этом и был такой шуточный тезис, что если бы это работало, то генные инженеры придумывали бы такие матерные слова, которые бы правильно изменили бы ДНК того или иного организма, чтобы получить генно-модифицированный организм с нужными свойствами. В принципе, вы можете ультразвуком разрушить ДНК, пожалуйста, вот если. Но там дело не в том, что вы говорите, да, а в частотах. Но опять же, ультразвук должен быть очень-очень интенсивный. То есть не то, что там вот как... А то некоторые люди скажут, УЗИ разрушает ДНК. Нет. То есть там нужно эту ДНК выделить, определенные условия создать. И это тоже очень длительная, интенсивная ультразвуковая обработка. Еще об одном мифе вы говорили в своей лекции по поводу телегонии. Но если мне не изменяет память, Чарльз Дарвин, мы уже упоминали его сегодня, зафиксировал опыт некого лорда Мортона по скрещиванию кобылы с зеброй. И у кобылы потом, когда ее скрестили с конем, с нормальным, появились же ребята с полосатыми ногами. Это разве не доказательство? Значит, был такой анекдотический пример описан, и он заинтересовал тогда биологов, которые пошли это аккуратно проверять на большой выборке животных. Например, был такой Джеймс, если не ошибаюсь, Юарт, могу неправильно произнести фамилию, который взял и скрещивал, значит, зебру с лошадью. После этого получал потомство гибридное, потом он брал эту лошадь, скрещивал с лошадью и смотрел на потомство вот теперь. И никакого эффекта телегонии он не наблюдал. И, собственно, изначально он верил в это, а потом он это поставил эксперимент и показал, что так не работает. После этого были такие же эксперименты с кучей разных животных, и нигде эффект телегонии у млекопитающих не наблюдался. Есть про это хорошая статья с описанием всех этих экспериментов. Называется «Полосатая дочка былы лорда Мортона», авторы академики Спирин и Асланян. Можно найти в интернете, прочитать, там будет описание. Ну и, собственно, что могло случиться, почему в одном каком-то случае, во-первых, конечно, могло быть просто фейк, но что может, в принципе, произойти? Ну, например, мы знаем, что иногда у потомков появляются какие-то признаки, которые были у далеких предков. Бывает, например, что рождается человек с хвостом, маленьким хвостом, таким атовистическим хвостом. У далеких предков были хвосты. Гены, которые участвуют в формировании этих хвостов, они мутировали, изменились, поэтому хвостов больше нет. Но если будет обратная мутация, то будет хвост, пожалуйста. Значит, у далеких предков лошадей были какие-то признаки, может быть, такой полосатости. Обратная мутация, и он снова появляется. Вот такой вариант, например, может быть рассмотрен. То есть, на самом деле это было в случае именно с кобылой лорда Мортона, мы так сказать не можем. Но это просто не имеет оснований. Ну и дальше появилась современная генетика и хорошее понимание того, откуда вообще берутся дети, да, и их генетический материал. То есть все те барышни, которые на женских форумах пишут, что мой ребенок больше похож на моего первого любовника, а не на моего мужа, неправы. Никакой телегонии нет и быть не может. Вот такой вот нет и быть не может, да. Там есть, опять же, всякие интересные социальные, значит, штуки. Ну, например, женщина-то с мужем, но при этом все еще встречается с тем любовником. Потом нужно объяснить, почему ребенок похож на этого любовника. Телегония. Телегония, очень удобно. Но самое смешное, конечно, это когда телегонию пытаются привести как аргумент в пользу соблюдения девственности или какой-то там высокой нравственности. А почему это меня удивляет? По двум причинам. Во-первых, я сформулирую, как иногда звучит в устах как раз религиозных деятелей. Я читал некую хрестоматию по теологии, автор которой говорил, что, вступая в контакт с женщиной, у которой до
раньше были другие мужчины, через нее мужчина вступает в связь со всеми предыдущими партнерами этой женщины. То есть получается, что он как бы с ними грешит. Вот. Это просто отдельно смешно. Вот. Но значит, дальше они приводят такой аргумент, что мужчина вступает в связь с женщиной, а она уже как бы вот каким-то образом, значит, испорченная. Вот. И, соответственно, дети будут не те. Вот. И поэтому женщине нужно, значит, блюсти девственность. Вот. Но с точки зрения женщины это вообще-то не аргумент блюсти девственность. Наоборот, смотрите, так редко бывает, что один мужчина был и красивый, и умный, и сильный, и добрый, и так далее. А проще гораздо найти умного, сильного, красивого, доброго, вот, зарядить свое биополе, значит, генетическим материалом каждого из них по очереди или вместе, я не знаю. Вот, и после этого родить суперребенка. Если бы телего не работало, не только бы, значит, ее нельзя было бы использовать для пропаганды девственности, наоборот, ее бы кто-нибудь использовал для пропаганды разврата. Но телегония не работает, поэтому... То есть так можно было бы получить этих супер маленьких сверхчеловечков целый ряд. Но конечно. Не получилось. По поводу теологии. В 2015 году вы издали книгу, которая называется «Сумма биотехнологии». Скажите, это аллюзия на Фому Аквинского, на сумму теологии? Это аллюзия на сумму технологии Станислава Лема, которая является аллюзией на сумму теологии Фомы Аквинского. Расскажите немножко об этой книге, и, если я правильно понимаю, там отдельная часть посвящена борьбе с мифами о ГМО. Ну, да, собственно, там под названием, значит, «Сумма биотехнологии. Руководство в борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Так ГМО – это плохо или хорошо, если в двух словах? Если в двух словах, то хорошо. Если чуть больше слов, то нужно на самом деле уточнить, что как бы, с точки зрения биологии никаких ГМО не существует. Ну как, на пачках с молоком там, или с колбасой пишут «без ГМО». Правильно. Значит, ГМО – это не биологическое понятие, а юридическое. Если организм получен учеными в лабораториях с помощью генной инженерии, то он считается ГМО. Но слово ГМО ничего абсолютно не говорит о свойствах организма, о том, как оно устроено, какие у него есть отличия от не ГМО организмов, ну, того же вида. Грубо говоря, мы можем с помощью селекции получить какое-нибудь там растение, устойчивое к вредителям. А можем сделать то же самое с помощью генной инженерии. Сделать ту же самую мутацию, внести. Но в первом случае это будет не ГМО, а во втором случае ГМО, хотя генетически будет примерно одно и то же. Вот. ГМО — это не биологический термин. Биологический термин — это мутант. И все организмы, абсолютно все, являются мутантами по сравнению со своими предками. Мы генетически отличаемся от наших родителей. Те растения, которые мы сегодня едим, отличаются от тех растений, которых ели наши родители, наши дедушки, наши бабушки, прабабушки. Если возьмете кукурузу, которую ели наши очень далекие предки на самом зарождении сельского хозяйства, она была вот такая вот маленькая и невзрачная. Теперь это вот такая вот дылда, отличающаяся вкусовыми качествами, отличающаяся размером урожая и так далее, и так далее. И за этим стоят генетические изменения. Люди создавали условия для отбора определенных мутантов, то есть те, которые крупнее колоски. И при этом в тех условиях, в которых мы отбираем, да, то есть какие-то генетические мутации отбираются, потому что они действительно вносят этот вклад, а какие-то просто идут вместе с ними по соседству, то есть случайно возникли и случайно передались. Ну, например, есть какая-то мутация полезная в наших глазах, а рядом с ней есть какая-то мутация, может быть, даже не очень полезная, но не настолько не полезная, что мы готовы ее игнорировать. И вот они вместе будут путешествовать в процессе эволюции, потому что они сцеплены, они находятся на одной хромосоме рядышком друг с другом. И вместе с тем, что отобрали вот эту вот большую кукурузу, некоторые хорошие гены, например, в современной селекционной кукурузе поломались. И есть, например, генные инженеры, которые брали современную кукурузу, смотрели на дикую, исправляли некоторые лишние мутации и улучшали кукурузу, делали там повышенное содержание некоторых полезных веществ,
за счет отката к более древнему состоянию. Вот, то есть слово ГМО очень неудачное. Оно ничего не говорит нам о свойствах организма, только о том, что это сделали в лаборатории. Поэтому, когда я сказал, что ГМО — это хорошо, я имел в виду, что хорошо, что есть такая технология, которая позволяет нам более аккуратно вносить эти генетические изменения. Можно сравнить генную инженерию с селекцией так, что селекция — это мы кувалдой бьем, значит, по этому геному, там, меняем кучу всего. А генная инженерия — такие маникюрные ножницы, где мы хотим один ген изменить, одну мутацию внести. Мы делаем это намного более аккуратно, осторожно и продуманно. И в этом смысле это более хороший инструмент. А по факту, как продукты селекции могут быть абсолютно разные. Вы можете получить отличную кукурузу, можете получить кукурузу, в которой будет повышенное содержание чего-то нехорошего. Ну, вот с кукурузой я примеры не знаю, с картошкой были примеры. Вводили на рынок картошку с повышенным содержанием солонина, потому что селекция пошла немножко не туда. Так и с генной инженерией вы можете сделать что-то очень классное, можете сделать что-то не очень классное. Но пока что делают классное. Но в теории можно было бы сделать и плохое, ядовитое, но не делают. Но вред-то здоровью есть? Есть ли какие-то исследования, которые доказывают, что вот, я не знаю, там генно-модифицированная картошка убивает или кукуруза? Ни один человек в истории не погиб из-за употребления генетически модифицированных продуктов. Ну, может быть, их просто мало времени изучали? Есть, если смотреть там, на исследования на животных, то там вплоть до 5 поколений крыс, которых кормили ГМО. Причем такие исследования делались как за рубежом, так и в России на тысячах животных. И результат такой, что нет никакой разницы, даете вы крысе ГМО кукурузу или там обычную кукурузу. Вы сейчас так уверенно с позиции ученого развенчивали мифы биологические, там, связанные с экстрасенсорикой и так далее, и так далее. Но ведь зачастую ученые могут развенчать и научные теории. Ну вот, например, был знаменитый ученый Лайнус Полинг, да, который дважды лауреат, один из немногих, дважды лауреат Нобелевской премии по химии, кажется, вторая премия мира. Он под конец жизни активно доказывал, что витамин С может излечить рак. Вот как можно верить ученым-то? Не нужно верить ученым. То есть вообще аргумент к авторитету — это то, что свойственно как раз религиозным организациям. Да, у них есть святые отцы, которые непогрешимы. Наука строится на том, что мнение отдельного ученого, оно абсолютно не важно. Важно, какие у него есть аргументы, какие у него есть доводы. Если возьмем пример с Лайнусом Полингом, были ли у него аккуратные исследования, доказывающие, что витамин С лечит рак? Нет, их не было. На этом научный вопрос здесь заканчивается. То есть на мнение он право имеет, но его мнение научными фактами не подтверждено. Если мы говорим про какой-то другой научный вопрос, например, ДНК — это двойная спираль, да, то можно пойти и найти исследования Уотсона и Крика про то, как они показывают, что ДНК обладает той структурой, которой она обладает. И дальше можно найти более современные работы, которые это воспроизводят, которые над этим надстраивают, и, исходя из этого, делают свои какие-то новые открытия. То есть в науке важно не мнение. Любой ученый может сойти с ума, он может, как вообще ученые, такие же люди, как и все остальные, у него могут возникнуть какие-то обстоятельства, по которым ему стало охотно какую-то теорию поддержать или не поддержать. Могут быть ошибки мышления, те же самые, что и у всех остальных, может во что-то поверить, что не имеет никаких оснований. Поэтому не стоит никогда говорить, что вот это правда, потому что такой-то ученый так считает. Стоит изучить вопрос, посмотреть, какие он приводит аргументы, и подумать, эти аргументы, они нормальные или они не выдерживают критики. Сегодня в программе «Час пик» был биолог, популяризатор научного мировоззрения Александр Панчин. Спасибо большое. Спасибо.